Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сейчас мы идем топить Realme 14 Pro Plus. Насколько хорош этот смартфон? Ну, как минимум, настолько, что у него есть IP68, IP69 и специальный режим для съемки под водой. И плюс еще есть режим очистки динамика от воды прямо в настройках. Круто? Проверим. Здесь есть предупреждений много разных. Насколько они вам будут полезны, это вопрос. Ну а насколько нам полезна будет съемка, сейчас мы увидим. Запись видео включаем. И остановить запись, удерживать для выхода есть отдельно. Единственное, я хочу отметить, что в обычном режиме я его тестировать не буду. Буду только в режиме под водой тестировать. И вполне возможно, здесь не очень качество съемки с одной стороны. С другой стороны, что-то он делает, правильно, для того, чтобы снимать это дело эффективно, и с ним ничего не произошло. Опа! Меня больше интересует, что я почти утопил камеру. Но, с другой стороны, все это не особо важно. Почему? Потому что съемка велась, остановки нет, погиб он или нет, я вам сообщу. Но, скорее всего, все будет хорошо с ним. За это им тоже отдельный плюс. Но этим нас не удивить. С другой стороны, сегодня он на Алишке 26 с промиком. Адекватный ценник, как вы считаете? Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Второй раз вам привет говорю. И сегодня я расскажу вам о смартфоне, который очень великолепно упал в ценнике. На данный момент на Алишке он сейчас стоит 27 тысяч рублей. Это Realme 14 Pro Plus. Как его продают? Ну, по-другому не сказать, потому что любое устройство выпущено на рынок для того, чтобы мы с вами это дело купили. Я его купил, к слову, по-моему, за 32. Продают его довольно просто. У него здесь есть IP68, вы видели, как он мог снимать под водой, ему все равно. Помимо этого, из суперсилы относительно того же Poco, с которым я буду его сравнивать. Вот он, Poco X7 Pro. И то по мелочи. Здесь есть у нас довольно адекватный датчик приближения, полноценный Always On Display, запись разговора без уведомления собеседника о начале записи в стоке. Я это не поддерживаю, к слову, но она здесь есть. И в целом дизайн устройства довольно интересный, и по мне вот в этом цвете, где у него а-ля кожзам, по факту ощущением, как будто это резина, некоторые люди будут его даже путать с Honor Magic 7 Pro. Вы заметьте, до какой степени они похожи. Это устройство обладает современным процессором, но по мне довольно слабым, с флагманской плотностью пикселей в 450 ppi и минимальный шим у экрана. Но сколько здесь подводных камней, их прямо устанешь перечислять. И по сравнению с этим Poco покажется детской шалостью. Насчет того, как он классно делает фотографии, оптическое размытие позади лучше или нет, где там стабилизация, что они натворили с роллинг-шаттером, и есть ли у этой железки перспективы, учитывая, как конвейер Realme работает, а мы помним, да, каждый там чуть ли не 3 месяца для того, чтобы Redmi догнать. Мы поговорим. И да, Redmi однозначно линейка провальная, позорная, она хуже, но Xiaomi-то выгрузили вот это дело в конкуренцию этому делу. И я вам скажу, что обязательно посмотрите, резюмирую. Его я уже жарил на канале Польза Стрим, и, разумеется, будет обзор одним кадром. Вполне возможно, я буду делать его в 1080p 60 fps, потому что 4К здесь просто никакое. Исходники фото скачайте в моей личной телеге, кто хочет посмотреть. Заодно сравните сами для себя фотографии. Но, повторяюсь, все, что стоит дороже $200, плюс-минус на основной модуль, фотографируют одинаково. А дальше уже руки обзорщика работают. Это из разряда кроп важен, не важен. Здесь замыливание, здесь нет замыливания по краям. Здесь у нас объем чувствуется, здесь цвета правильные. Главное, как вы ощущаете. К слову, опрос по поводу того, какие лучше фотографии отсюда или отсюда, слепой. Это когда я выгружал самого устройства отсюда и самого устройства отсюда в телегу, я сделал. И Realme не порадуется. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке желтого цвета, как и прошлой линейки. В комплекте мы имеем смартфон, защитную пленку, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер на 80 Вт, защитный чехол, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты и руководство пользователя. Вес смартфона 198 граммов, а габариты составляют 163 на 77 на 8,4 мм без блока камер. Вместе с ним 11,4 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону
смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок по ссылке в описании, и вы автоматически в розыгрыше. Приходить на стримы не обязательно, все стримы в конце каждого месяца с розыгрышем. Если победите, я вам напишу. Как только Poco X6 Pro закончится, буду разыгрывать Poco X7 Pro, ими уже закупился. Переходим к смартфону. Начнем. Приобрести данный смарт можно в белой, фиолетовой и темно-серой расцветке. Дизайн данной модели стал еще более аккуратным по сравнению с прошлыми линейками. Как по мне, Realme на верном пути, но опять же это дело вкуса. Собран смарт хорошо, но при этом рамки выполнены из пластмассы, а тыльная часть в черном цвете из веганской кожи. Хотя по факту ощущается это дело, как будто это резина. Плюс за то, что смартфон имеет стандарт защиты IP66, 68 и 69. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с утоплением, плюс есть отдельная функция съемки под водой, плюс есть отдельно в настройках функция удаления влаги из динамика. Молодцы, заморочились. Грани закругленные, в руке смартфон лежит комфортно, и одной рукой пользоваться можно им. Если у вас небольшие ладони, то вполне возможно он вам будет довольно крупным казаться. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что плохо, но неудивительно, 2 микрофона с шумоподавлением и 2 стереодинамика, что стандартно, но опять же стандартно здесь полуторка, такое себе стерео. Нет ЭК-порта и мини-джека. Качество звука не особо поменялось. В настройках есть разные звуковые пресеты, кастомного эквалайзера здесь нет. Именно для динамиков. Bluetooth кодеков на борту достаточно. На экране вы видели список поддерживаемых кодеков. Вибромотор настраиваемый, тактильно приятный, но по мне очень даже слабый. Супер слабый. Хотя вам, может быть, подойдет. Летим дальше. Смартфон оснащен изогнутым OLED-дисплеем на 6,83 дюйма с разрешением 2800 на 1272 пикселя и защитой Corning Gorilla Glass 7i. Вы ощущаете? Почти 7 дюймов. Экран имеет закругленные края, что лично для меня является минусом, так как прямой экран по мне намного удобнее. Но, с другой стороны, так как в этот смарт особо не поиграешь, может быть, это и хорошо. Соотношение экрана-корпуса 93,8%, контрастность 5 миллионов к 1, плотность пикселей составляет 450 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов. По яркости в пике экран выдает 1600 люксов, даже 1700 на 100% яркости, в основном 800-900 люксов. Но магия в том, что даже если у тебя отключена автояркость, и ты все равно попадаешь под источник освещения, он яркость увеличивает. Яркость он тихо, мирно сбрасывает во время игры, а как только ты из нее выходишь, он ее восстанавливает. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации касания 240 Гц. Частоту обновления экрана в 120 Гц вы почти нигде не увидите. Проц слабенький. Но цифры красивые. Мультитач есть, экран очень быстро и спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Полноценный Always On дисплей на борту. Шим затемнения до 3840 Гц. Показатели шима просто волшебные, что радексом, что в принципе прибором ТКА по сравнению с конкурентами. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран. Разумеется, он здесь оптический, не супер быстрый, но и не супер медленный. Работал у меня 9 раз из 10. Функция распознавания лиц тоже есть, и стандартные способы разблокировки тоже есть. Лицо можно заводить одно, 5 отпечатков пальцев можно тоже завести, притом один и тот же отпечаток пальца завести нельзя, за что им отдельный плюс. Самая печаль здесь процессор, который установлен Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3. С техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой в 2,5 ГГц. Графический процессор Adreno 810, оперативная память на выбор 8 или 12 гигабайт, внутренняя память типа UFS 3.1 на 128, 256 и 512 гигабайт. Как все это дело в связке работает, вы видели вчера на стриме, можете прийти посмотреть не только игры, но обратите внимание, как долго он устанавливал 1 гигабайт обновления с Genshin. Операционная система Realme UI на базе Android 15 версии, по связи имеется поддержка Bluetooth, версии вроде бы 5.2, хотя кто-то говорит 5.4, потому что так, по идее, должно быть у этого процессора. И то, и другое работают неплохо. К сожалению, Wi-Fi только 6 серии, что тоже неудивительно. 5G сетей, 4G сети на борту, и все бенды, разумеется, тоже на борту, это глобалка. Есть NFC-модуль на 360 градусов, а у китайских версий некоторые бенды могут отсутствовать. К слову, на Алихе много продается китайских смартов, но Realme могут и блокироваться. Понятно, что они там, скорее всего, вам разблокированные придут. Датчик приближения работает корректно, он здесь физический, спасибо им огромное за это. GPS двухдиапазонный, GPS показывает точность у меня почему-то 10 метров. Он отрабатывал у меня ужасно. Напишите, может быть, у вас смартфон на руках, и это дело как-то решается. Емкость аккумулятора 6000 мАч. PC-марки он выдал просто нереальные, космические. 11 часов 34 минуты, в Work Performance 13 тысяч баллов. При том, что он поддерживает еще быструю зарядку
зарядку до 80 Вт, беспроводной зарядки как и реверсивной нет. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости уходит в среднем 4-5% заряда, в играх уходит 18-22, но магия в том, что он конкретно сбрасывает яркость, люто тормозит, тач отваливается. И если вы не привыкли играть в игры, то вам будет нормально. А если у вас до этого был нормальный смартфон, то вам будет очень тяжело. Точно не про игры вообще никак. Полная зарядка занимает в среднем чуть больше 1 часа, до 50% реально зарядить за минут 25. Перейдем к тестам. В тесте на стабильность смартфон выдает следующие результаты. 298 гипсов минимально, максимально 358, в среднем 315 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Как говорится, неудивительно, здесь нечему перегреваться. Так же, как если вы обратите внимание на Geekbench, 3D Mark и все остальное, вы увидите неплохую устойчивость с одной стороны, с другой стороны максимально скромные циферки. То же самое касается Antutu. У меня уже, получается, он обновлялся даже позавчера последний раз. На стриме мы его гоняли, он выбивает 800 тысяч баллов. И это не космос. Почему? Потому что не хватает ему, ничего не хватает, ни на что. И, к сожалению, даже те же камеры, про которые я сейчас буду говорить, они зависят от процессора и внутренней памяти, от всего остального. По камерам. Перископический телефотосенсор Sony IMX882 на 50 мегапикселей с углом обзора в 33 градуса, фокусным расстоянием в 73 мм, оптостабом, трехкратным оптическим зумом и апертурой 2,65. Основной сенсор Sony IMX896 на 50 мегапикселей с оптостабом, фокусным расстоянием в 24 мм, углом обзора 84 градуса и апертура 1,8. Далее из сверхширик на 8 мегапикселей с фокусным расстоянием в 16 мм, углом обзора в 112 градусов, довольно скромной апертурой 2,2. Фронталка же на 32 мегапикселя с углом обзора в 90 градусов. Вроде бы есть автофокусировка с отслеживанием по глазам и апертурой 2,0. Находится он в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео основного сенсора, как у фронталки, 4К 30 FPS. С тыльной части можно также обнаружить тройную LED-вспышку. Примеры фото и видео вы сейчас увидите, как и сравнение. Но хочу отметить отдельно, если вы хотите увидеть лютейший роллинг-шаттер, это про Realme. Если вы хотите увидеть нулевую стабилизацию, не на основном сенсоре, не на фронталке, это про Realme. Если вы хотите, чтобы вам говорили, о, 4К 30 FPS есть на фронталке, да, а 1080p 60 FPS нету. То есть, в принципе, устройство создано под одну функцию, чтобы эта функция вам его продавала. А-ля телевик, а-ля объем, но об этом я скажу в конце. Так, ну что, вот они, 4К 60 FPS против 4К 30 FPS даже на еду, и я не знаю, как можно оценивать. Давайте X3, может быть, в X3 смартфон начнет конкретно выигрывать Realme, мы будем болеть за Realme, но, наверное, нет. Давайте в 1080p 30 FPS, потому что по-другому выглядит все очень печально. Вот теперь 1080p 60 FPS заруб, и я вам скажу, что в принципе терпимо, да, у Realme или нет? Он же дешевле, нет, он дороже. Так, вот сейчас, чтобы без всяких унижений, 1080p 60 FPS, я вижу, что Realme в принципе неплохо срабатывает, так же как неплохо срабатывает Poco, и у того и у другого периодически есть выпадание кадров, но давайте делаем X3, чтобы вы ощутили, насколько круто снимает Realme. И вот я здесь не вижу в X3 ничего супер крутого. X1, все в порядке, все нормально. Теперь два ультраширика, 1080p 30 FPS. И что там, есть у меня вопросы к тому, как все это дело выглядит. И там я вижу фризы, но кое-где я вижу фризов больше. Чуть-чуть. Но так как фризы везде, я не буду комментировать. Напишите сами, вот где плавнее картинка. Это пока разрешение все, что может поддерживать два аппарата. А вот теперь безотносительная тема. Это вот 4К, как отличается 4К 30 FPS от 4К 60 FPS. Вы видите разницу? Скажите мне честно, вы видите разницу? А Poco, он дешевле. Он дешевле на больше, чем 10%. Все в порядке. Все в порядке, Realme. Все в порядке. Фронталка 1080p 30 FPS. Оба не блещут, но Realme вообще огонь. Как говорится, главное в блогинге — это не сравнивать конкурентов в тех моментах, которые
А в каких моментах, кстати, можно Realme сравнить с Poco, чтобы была ушатайка? ППО? Ладно, все это лирика. Еще я знаю, что в принципе примеры видео смотрят те, кто отключают звук, поэтому я могу говорить, что хочу, да. А вот с таким вот прелестным видео, мне кажется, что всем все равно, что я говорю. Ну что, 4К 60 FPS против 4К 30 FPS, съемка с двух рук, Poco против Realme. В X3, кстати, фотографии против солнца, разумеется, лучше на Realme, во всяком случае я так увидел. И пройдемся мы буквально минуту, потому что 30 FPS это просто боль. Я потом, чтобы вас успокоить, купивших Realme, там есть эти 130 человек, по-моему, включу 1080p 60 FPS. Но вообще в 1080p 60 FPS надо было бы сравнивать с каким-нибудь Poco M6 Pro. Вот. Ну, таким за 1014, потому что все-таки здесь-то зачем вам сравнивать 4К, 60 FPS, И как вам, кстати, стаб на Realme? Вы его видите? Хорошо, если вы видите. Ну, он есть. Они же обещали. Если они обещали, значит он есть. Значит, его просто надо найти. И все. На Poco тоже не идеальная съемка. Просто Pocophone вообще не про съемку, а здесь про съемку на телевик. Давайте интереснее. Так, вот это X3, съемка на телевик. Вот если не двигаться, смотрите, реально, вот главное не двигаться в видео. Съемка здесь на X3 намного лучше у Realme, если отдельно брать кадры. Главное не двигаться или двигаться... А с какой супер медленной скоростью надо двигаться, чтобы не видеть вот этого? Чтобы это развидеть. Тихо. Давайте вот медленно. Медленно. И теперь пройдемся. Ну ладно. Зато качество хорошее, правильно? Я же повторяю, хотите купить смартфон, не смотрите мои ролики. Вот, ну вот если так удержать, прям вообще шикарно. Главное штатив с собой носить. Ладно, все это мелочи жизни. Вот так на 0.8 на Realme можно делать. Уже роллинг шаттер показывал, поэтому его повторять не буду. Но если вы будете просто идти, то вы, скорее всего, его не увидите. Хотя я искажения вижу, но опять же это я. Вы, скорее всего, не увидите их. Но, кстати, по фронталке Realme ушатывает просто Poco хотя бы по разрешению, потому что может снимать 4К 30 FPS, правда. Я вот почему-то даже иду и вижу, как у меня лицо меняется физический размер, но ничего, может он потом дообработает своим процессором. Вот так примерно сможете снимать. В этом смысле Poco дно, потому что он не то, что в 1080p только может снимать, у него еще и 60 FPS нет, в отличие от Poco X7. Может быть потом это дело как-то допилят, но на данный момент все вот так вот плохо и печально. Как говорится, надеемся, что это все станет лучше, но вряд ли. Realme в этом смысле молодец. Вот. Кроме вот этого, вот таких моментов, главное, вот какая-то супер медленная скорость должна быть. Ну какая медленная? Вот просто вот так снимать, и все будет хорошо. Так, вот это два печальных ультраширика, 1080p 30 FPS на обоих. И я обещал, кстати, 1080p 60 FPS на основной модуль, и я их должен как-то протестировать. Попытаться. Или все будет печально. В прошлый раз я здесь увидел 2-метрового варана, поэтому съемки не было. Сейчас его нету. И хорошо. Ну и вот по минимуму комфортная съемка 1080p 60 FPS. Будем считать, что все довольно адекватно. И при движении вы сами видите, что у нас работает не очень, а что работает хорошо. Так, ну вот, чтобы мне ничего не говорили, сравнение 1080p 60 FPS, там, где Realme должен ушатывать Poco, и он, в принципе, это частично делает, но я бы не сказал, что прям супер эффективно. А вот теперь 4К 30 FPS против 4К 60 FPS. Realme против Poco.
И насколько много или мало кадров выкидывает один и второй, вы видите. Poco это абсолютно не камерафон, просто специфика, опять же, Realme. Это съемка неподвижная в 4К 30 FPS. Проверяем стаб 4К 30 FPS на основной модуль. Ну вот я не специально, не быстро иду. Тихо. Что там со стабом? Все хорошо? Кто сказал, что стаб есть? Стаба не может не быть, да? Link Shutter. Шикарный смартфон. Конечно, так Samsung S25 Ultra тоже может и S25, но вы поняли. 4К 30 FPS, еды мало не бывает, и вот так вы сможете снимать на этот смартфон, у которого есть а-ля стабилизация. Я ее, правда, не вижу. Наверное, грамотно было бы, чтобы его продать, снимать только в 1080p 60. Потому что вот это вот плавность. 1080p 60 FPS. И по большому счету, если вы на плохом экране смотрите, то это вам будет норм. Так, X3, X6 несмотрибельно, X2, X1. Но в X1 нормально. Еда. И магия. Мокрый голубь. X3, X6. Ну вот, 4К 30 FPS, если снимать без сравнения. Я не стараюсь его дергать. То есть, чтобы вы понимали, это не лучшая съемка. Вот сейчас с двух даже рук держу. Но, ну, потому что не лучше, потому что в движении. Но я точно не трясу девайсом. И вот так вы сможете снимать в 4К 30 FPS. И 1080p 60 FPS. Здесь уже тоже две руки. Можно даже разгоняться. Почему? Потому что стаб в этом разрешении кое-как отрабатывает. Но все относительно, как говорится. X3 с FPS. И вот так, если плавно, сможете снимать подобные штуки. Кстати, видосик, как делают шаверму. Разумеется, она из сои. Надо для защитников. Кстати, с телевика в 4К и 30 FPS на основу не перейти. Только на X6 и X18. Подстава. С основы на телевик ты не переходишь, получается. А нет, переходишь. Или нет? Нет, не переходишь. 5 секунд. Телевик. Не. Вот такая магия. Но если снимать вот на основу, ну как-то подтормаживает. То есть я его двигаю, а он двигается потом. Так прикольно. X3, X6, X2, X1. А это 1080p 30 FPS Rolling Shutter от Realme 14 Pro Plus. Это раз. А это 4К 30 FPS Realme 14 Pro Plus. Это два. Вот и все. Так, 1080p 30 FPS, и это Rolling Shutter Poco X7 Pro. Запомните это, пожалуйста, потому что это важно. Так, ну и необычное для вас. В первую очередь чем? В первую очередь тем, что если вы скачаете исходники, если это не миниатюра, у Realme будет полная ушатайка Poco. То есть это, допустим, фронталка, и это тоже фронталка. У Realme фронталка здесь по фото на уровне неплохих субфлагманов, может быть, даже каких-то флагманов, учитывая, что условия были не лучшими. Что сделала Poco, это просто уровень смартфона, который снимает очень, мягко скажем, плохо. Если говорить про что-то интереснее, вот здесь у нас эквивалент 155, это эквивалент 144 миллиметров. Здесь такая же история, полное доминирование у Realme. Да, цвета не те, да, что-то там можно рассказывать про углы, вам еще что-то, но Realme сняла здесь также на голову выше, не говоря уже о фотографии против света, против солнца. Обратите внимание, что вот это у нас, разумеется, Poco с этим великолепным ореолом, это, разумеется, Realme. И здесь
Небо и земля также. Realme молодец. Своих 25 тысяч он однозначно в плане фото возможностей стоит. Да, можно с экспозицией поиграться у Xiaomi, да, можно выбрать правильный ракурс, сделать постановочное фото, но в автомате, в одинаковых сценариях вы видите, скачиваете и сравниваете для себя. Немного сравнений телевика с обычным зумированием у Poco. Вот заметьте, эквивалент Poco 80 мм и телевик Realme на 73 мм. Видите, вот в каком-то смысле телевик переоценивают, потому что здесь, по мне, Poco фотография местами более удачная. Да, может быть, со светом он не везде лучше поработал, плохо отработал у Realme Stab, и все поплыло. Хотя, опять же, я брал по одному смартфону, и какие-то места здесь нормально отработали, какие-то нет. Если же говорить о фронталке ночью, то, как всегда, у нас это, скорее всего, Poco, да, вот это вот непонятно что. А Realme сделала, несмотря на то, что цвет кожи, конечно, даже не близко, и рубашка тоже даже не близко, но фотография очень-очень достойна. 5 с плюсом Realme за фронталку. То есть, в целом, по фото, ну, шатайка. При правильном использовании, когда вы к Realme привыкнете, в автомате у вас будет прям вау. Минусы: нет АК-порта, нет мини-джека, старый Bluetooth чип, слабый процессор, который ничего не вывозит, лютый, просто безумный роллинг-шаттер. На фронталку полуторку у звука, слабый вибро, конский ценник с самого начала и все еще ценник выше, чем Poco X6 Pro. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Вчера по 26 продавали китайскую версию, там промик можно было использовать по 25 тысяч. Глобалка стоила 26, если с промиком. В принципе, за эти деньги адекватно, но хочется еще дешевле, учитывая процессор. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, я делал опрос по поводу того, кому больше понравились фотографии, с Realme или с Poco. Разумеется, он был слепой. Пока на данный момент там проголосовало 200 человек, и 49% за Poco, не зная, что это Poco, и 20 с лишним за Realme. Остальные шутили, скажем так. Но это не характеристика данного смартфона. Его характеристика в чем? Его суперсила. В том, что за 25 тысяч рублей я могу его легко советовать. Почему? Потому что датчик приближения не глючит, если вас это бесило в Poco. Здесь это бесить вас не будет. Потому что, помимо этого, рекламы здесь нету, как в Poco надо ее отключать. Потому что помимо этого всего, есть все-таки телевик, и кого-то это будет успокаивать, хотя по мне, учитывая отсутствие стабилизации и процессор не вытягивает все это дело, да, если вы будете ходить с штативом, если вы блогер, вам надо сделать один обзор на него, да. Во всех остальных случаях вы можете посмотреть, как много удачных кадров у меня было на него. Прямо скажем, у меня на флагманы не всегда удачные. 99% я делаю фотографии в авторежиме, и он не справлялся. Полуторный звук меня не очень сильно радовал, но он был неплохой. По материалам, мне нравятся его материалы, в черном цвете он меня полностью устраивает. По съемки, то, что нельзя переключаться с модуля или можно, 4К я бы вообще здесь не рассматривал, потому что они печальные. Почему я бы его подумал бы не брать? Потому что если у вас был хоть раз смартфон с 1 миллион баллов в Antutu, вот здесь у вас за 25 тысяч рублей вообще нет никакого запаса. Вообще нет 4К видео. То есть то, что он предлагает, это шлак. На фронталке здесь тоже 1080p 30 fps, но здесь хотя бы не такой лютый роллинг-шаттер. Если говорить о его суперсиле, допустим, съемки под водой, он снимает именно в режиме под водой в очень плохом качестве. Вы уже это дело видели, я скидывал к себе в личную телегу, это вы можете не рассматривать. Если говорить о том, где есть еще телевики в эти деньги, ну, начнем хотя бы с Honor 200. И вот это вот мерение телевиков, магия в том, что без телевика, как раз я наделал фотки на Poco, и в X3 людям больше понравилось, чем в Realme. Тут вопрос, как у вас мышление работает. А когда вам говорят оптическое какое-то там размытие, вот здесь оптическое размытие, вот здесь оно, конечно же, тоже есть, но вы примерно уровень понимаете. И получается, что вам пытаются продать устройство с, самое главное, медленным процессором, медленной внутренней памятью, ну вот у меня конкретно в моей минимальной модификации, она UFS 3. И это влияет. У тебя подтормаживает он, когда ты делаешь снимки, у тебя он подтормаживает, когда ты делаешь видео. В играх он просто сразу сбрасывает яркость, ладно, он не игровой. Камерафоном я это назвать не могу. Играть в него нет
возможности. То есть это боль. И тач глючит. GPS у меня какие-то проблемы. У меня конкретно, у вас, может быть, их не будет. Если говорить о экране, круто, что у него нет шима. Это прям мега классно. И я еще раз повторяюсь, с чего я начал. За 25 тысяч рублей хороший смартфон. Просто если у вас когда-нибудь в руках окажется, не знаю, Nord 4, допустим, который по 30 тысяч сегодня продается, или что-то подобное из разряда Poco, что либо оптимизированная система, либо у него достаточно мощности для того, чтобы программки быстро работали, вот через 3-4 месяца на этом устройстве вы вспомните мои слова. Потому что запаса здесь ноль. Realme клепает одно и то же. По продажам Realme, ну, можете сравнить просто на Алишке, либо на другой платформе, посмотреть количество продаж у продавцов топовых по этому устройству, и, допустим, Poco X7 Pro. И, как говорится, вы поймете все. Что те, кто не смотрят вот так в камеру и не слушают телевик, они по-другому думают. Они сравнивают спеки, они по-быстрому просматривают, что им надо. Девайс сам по себе классный. Я не скажу, что он плохой. Однозначно также Redmi серия это вообще просто лютая печаль. Если сравнивать с Redmi, это идеальный вариант для того, чтобы его продать. Можно сказать, ну, он лучше Redmi на 100%. И он точно лучше, чем прошлые линейки от Realme. Тоже на 100%. Но в сухом остатке есть конкуренты. Их просто море. Я их называл Samsung A55 по фото-видеосъемке. Опять же, еще очень-очень много всяких. Honor 200, Poco X7 Pro, у которого на секундочку есть 4К 60 FPS на основной модуль. И когда ты будешь снимать даже на штативе 4К 30 FPS здесь и здесь, разница будет космической, если вы опять же про видеосъемку. Не все упирается в видеосъемку. Есть автономность. Автономность это просто космос, пушка, бомба, гонка. Потому что аккум большой. Зарядник относительно быстрый, за час ты с копейками его заряжаешь, это хорошо. По поводу всяких особенностей использования из разряда рамки маленькие, да, и фронталка вроде бы маленькая, но я уже записывал кружочек в телеге, когда ты начинаешь на эту фронталку записывать, она становится еще больше, и дырень такая очень даже приличная. Надеюсь, что другой взгляд я вам дал. Думаю, что среднебюджетка без проблем я ее продам, никаких особых траблов не будет, оставлять ее мне смысла нет. То есть, допустим, когда-то я Samsung A55 оставлял, чтобы сравнивать с другими устройствами. Здесь сравнивать нечего. Напишите в комментариях, как вы относитесь к данному устройству, чтобы вы выбрали для себя. Подписывайтесь на канал с колоколом, следующий обзор будет на Honor Magic 6 Pro. Делать ли обзор одним кадром, тоже пишите в комментариях. На канале Польза Лайв, там больше сотни, где я на основной модуль что-то снимаю. Если делать, то в каком разрешении, потому что мне кажется в 4К это будет просто лютая печаль, и она вам не нужна. Добра и удачи вам, дорогие друзья!